Реки – это жизненные артерии нашей планеты. Они прокладывают себе путь через каньоны, питают целые цивилизации и текут по самым диким и нетронутым уголкам Земли. Вы, вероятно, слышали о некоторых из самых длинных рек мира. Но я уверен, что в этом рассказе вы откроете для себя и те, о которых даже не догадывались. Так что оставайтесь с нами, потому что мы совершим глубокое погружение в географию 10 самых длинных рек на планете Земля. Начнем наш обратный отсчет с 10-го места. Первая река в нашем списке – Амур. Она простирается на огромные 4444 километра по просторам Восточной Азии. Свое начало Амур берет в горах на стыке Монголии и России, где сливаются две другие реки – Шилка и Аргунь. Интересно, что в китайской мифологии Амур называют рекой Черного дракона. Легенда гласит, что добрый черный дракон победил в этих водах злого белого дракона, который топил лодки и мешал местным жителям. Победитель остался жить на дне реки, и с тех пор река носит его имя. На протяжении примерно 1610 километров эта могучая река образует естественную границу между Россией на севере и Китаем на юге. Здесь река – это не просто географический объект, это политическая и культурная разделительная линия, которая на протяжении веков формировала историю обоих государств. Бассейн Амура охватывает самые разные экосистемы, от густых лесов до обширных водно-болотных угодий. В Амур впадает множество притоков, включая реку Сунгари из Китая, а также реки Зеи и Буреи из России. Зимой Амур замерзает настолько сильно, что по его льду прокладывают временные дороги, которые выдерживают даже тяжелые грузовики. А еще в водах Амура обитает калуга, гигантская пресноводная рыба из семейства осетровых, которая может достигать 5 метров в длину. Это одна из самых крупных пресноводных рыб в мире, и она находится под угрозой исчезновения. Теперь переместимся в Африку, чтобы увидеть реку под номером 9. Это невероятная река Конго, второй по длине водный путь континента после Нила. Ее длина составляет 4700 километров. То, что вы видите, это не просто река, а источник жизни для всей Центральной Африки. Свой путь она начинает в высокогорьях на северо-востоке Замбии, как река Чамбеши, а затем превращается в могучую Конго. Если последить за ее течением, можно заметить, как она образует гигантскую дугу. Сначала река течет на север, а затем изгибается на запад, проходя через густые тропические леса бассейна Конго. Но что делает эту реку поистине удивительной, так это то, что скрыто под ее поверхностью. В некоторых местах Конго достигает глубины более 220 метров, что делает ее самой глубокой рекой в мире. Эти глубокие подводные каньоны создают уникальную среду обитания для видов, которые не встречаются больше нигде. Ниже по течению находятся знаменитые пороги Конго, серия водопадов, которые сильно затрудняли ранние исследования этих мест. За порогами река значительно расширяется, создавая огромный судоходный путь, который служит важнейшим транспортным маршрутом для всего региона. В конце своего пути река впадает в Атлантический океан на западном побережье Африки. Бассейн Конго часто называют вторым легким планеты после лесов Амазонки, ведь его тропические леса играют огромную роль в поглощении углекислого газа. А слышали ли вы о рыбе-монстре, который обитает в этих водах? Это большая тигровая рыба или голиаф, хищник с огромными зубами, который наводит страх на всю местную фауну. Если вас впечатляют такие факты, поддержите наше видео лайком, это мотивирует нас искать еще больше интересной информации. На 8-м месте нашего списка – река в Южной Америке. Это великолепная река Парана, которая протянулась на внушительные 4880 километров по всему континенту. Это вторая по длине река в Южной Америке, уступающая лишь могучей Амазонке. Парана начинает свой путь на юго-востоке Бразилии, где сливаются реки Паранаиба и Риу-Гранди. Уже здесь река набирает силу от своих истоков, которые сами по себе являются крупными реками. Двигаясь на юг, можно увидеть, как Парана формирует естественную границу между Бразилией и Парагваем. На этом участке река претерпевает значительные изменения у плотины Итайпу, одной из крупнейших гидроэлектростанций в мире. Эта плотина имеет длину около 8 километров и высоту 196 метров. Огромное водохранилище, созданное плотиной, обеспечивает электроэнергией весь Парагвай и значительную часть Бразилии. Ниже по течению Парана меняет свою роль и становится границей, уже между Парагваем и Аргентиной. Здесь ландшафт постепенно меняется с густых лесов на более открытые луга. Река в этой части значительно расширяется, образуя множество островов и водно-болотных угодий, которые поддерживают невероятное биоразнообразие. А теперь одна из самых впечатляющих особенностей на пути Параны. Это водопады Игуасу.
Технически они расположены на притоке Параны, но представляют собой одно из самых захватывающих природных зрелищ в мире. То, что вы видите, это система из 275 отдельных водопадов, непрерывно демонстрирующих первозданную мощь природы. В конце своего пути Парана объединяется с рекой Уругвай, образуя огромный эстуарий Риу-де-ла-Плата. Это одно из самых широких устьев рек в мире, его ширина в месте впадения в Атлантический океан достигает 220 километров. Под номером 7 мы перемещаемся в бескрайние просторы Сибири. Здесь нас встречает необычайная речная система Обь-Иртыш, которая простирается на 5410 километров по суровому российскому ландшафту. Это одна из самых длинных речных систем в мире, которая собирает воду с огромной территории площадью около 3 миллионов квадратных километров. Река Обь зарождается здесь, в горах Алтая на юге Сибири, при слиянии рек Бия и Катунь. Их кристально чистые воды питаются древними ледниками и талым снегом с вершин, достигающих более 4500 метров в высоту. Молодая Обь начинает свой путь на север, прорезая живописные горные долины, прежде чем выйти на просторы западно-сибирской равнины. А теперь обратим внимание на Иртыш, главный приток, который делает эту систему такой выдающейся. Иртыш на самом деле начинает свой путь далеко на юге, в горах Алтая, протекает через Казахстан и только потом попадает в Россию. К моменту слияния с Обью Иртыш уже преодолевает более 4000 километров. После слияния единая река продолжает течь на север уже под названием Обь, становясь все шире по мере продвижения по плоской сибирской равнине. В конце своего пути Обь образует огромную дельту, впадая в Карское море, которое является частью Северного Ледовитого океана. Этот эстуарий достигает примерно 80 километров в самом широком месте и создает одну из крупнейших в мире приливных пресноводных экосистем. Почти 8 месяцев в году дельта скована льдом, но на короткое сибирское лето она оживает, когда миллионы перелетных птиц прилетают сюда для размножения в этой богатой питательными веществами среде. А какой факт об этих реках удивил вас больше всего? Напишите нам в комментариях. 6 место. Давайте обратим внимание на Китай, где протекает легендарная Желтая река или Хуанхэ. Ее длина составляет 5464 километра, она пересекает северные регионы страны. Эту реку часто называют горем Китая из-за разрушительных наводнений, которые случались на протяжении всей истории. Но в то же время ее почитают как колыбель китайской цивилизации. Река берет начало высоко в горах Баян-Хараула в провинции Цинхай на западе Китая. Здесь она представляет собой чистый горный ручей, который вьется среди зеленых высокогорий на высоте более 4500 метров. Глядя на это первозданное начало, трудно представить, что река превратится в огромный, несущий массу осадков водный поток. Если мы проследим за течением реки на восток, то увидим, как она делает резкий поворот на север, создавая огромную петлю, которая огибает пустыню Ордос. Затем река прокладывает себе путь через Лёссовое плато, обширный регион, покрытый мелкими желтоватыми отложениями ила, которые придают реке ее характерный цвет и название. Именно из-за этого ила река и получила название «желтая». Далее по своему течению Хуанхэ проходит через ряд впечатляющих ущелий и каньонов. Этот участок, известный как каньон Цзиньшань, отличается крутыми скалами. Здесь река прорезала себе путь через слои древних пород, создав впечатляющий проход, который тысячелетиями был вызовом для путешественников. Приближаясь к концу своего пути, река впадает в Бахайский залив, который является частью Желтого моря в Тихом океане. Снова возвращаемся в Сибирь, где нас ждет река под номером 5. Это могучая речная система Енисей-Ангара, протянувшаяся на 5539 километров по бескрайним российским просторам. Вы видите пятую по длине речную систему в мире и самую крупную, впадающую в Северный Ледовитый океан. Ее путь начинается в удивительном месте, в кристально чистых водах озера Байкал, самого глубокого и объемного пресноводного озера в мире. Ангара – единственная река, вытекающая из этого древнего озера. Она вырывается из Байкала с такой силой, что даже в суровую сибирскую зиму ее верховья никогда полностью не замерзают. Следуя за Ангарой на север, мы видим, как она проходит через каскад огромных гидроэлектростанций, которые используют ее колоссальную мощь. Вот это, братская ГЭС, после завершения строительства в 1960-х годах создала одно из крупнейших водохранилищ на Земле. Это искусственное озеро простирается более чем на 500 километров, превращая естественный характер реки в цепь огромных, похожих на озера, пространств. Далее по течению Ангара соединяется с Верхним Енисеем, который еще называют Большим Енисеем.
После этого огромная река становится все шире, продолжая свой путь на север через самое сердце Сибири. Наконец, мы достигаем впечатляющего Енисейского залива, где река впадает в Карское море. Это один из крупнейших эстуариев в мире, его ширина достигает 50 километров, а длина 250 километров вглубь суши от Северного Ледовитого океана. Номер 4. Перенесемся через весь земной шар в Северную Америку. Здесь нас ждет великолепная речная система Миссисипи-Миссури, протянувшаяся на 6275 километров через центральную часть Соединенных Штатов. Это самая длинная река во всей Северной Америке. Система берет начало высоко в скалистых горах на западе штата Монтана. Здесь река Миссури, самый длинный приток Миссисипи, образуется слиянием трех горных потоков Джефферсон, Мэдисон и Галатин. Следуя за Миссури на восток, вы заметите, как она прорезает впечатляющие ландшафты, включая этот участок, известный как Врата гор. Здесь известняковые скалы поднимаются на сотни метров от кромки воды, создавая естественный коридор. Ниже по течению Миссури протекает через ряд огромных водохранилищ, созданных плотинами, построенными в середине 20 века. Вот это озеро Сакакове за плотиной Гаррисон в Северной Дакоте, простирается на 286 километров и является одним из крупнейших искусственных озер Северной Америки. Эти водохранилища превратили некогда дикую большую грязнулю, как ее называли, в управляемый водный путь, который обеспечивает контроль над наводнениями, ирригацию и гидроэлектроэнергию. Теперь давайте посмотрим на верховье Миссисипи, которое начинает свой путь из озера Итаска на севере Миннесоты. То, что вы видите здесь, это скромный ручей, который можно почти перешагнуть. Глядя на него, трудно поверить, что он превратится в могучую реку. Дальше по течению характер реки кардинально меняется в месте, где в нее впадает река Висконсин. Здесь Миссисипи расширяется и приобретает свои характерные разветвленные русла, протекая между бесчисленными островами и песчаными отмелями. А вот и ключевой момент – слияние рек Миссури и Миссисипи к северу от Сент-Луиса. Здесь прозрачные воды Верхней Миссисипи почти мгновенно преображаются, приобретая мутный кофейный оттенок. Продолжая свой путь на юг, река становится все более массивной по мере присоединения других крупных притоков. Этот участок, где река Огайо впадает в Миссисипи у города Кейра, штат Иллинойс, представляет собой еще одно значительное увеличение объема. Причем Огайо в этом месте приносит даже больше воды, чем сама Миссисипи. Наконец, мы достигаем великолепной дельты реки, где Миссисипи разделяется на множество рукавов перед впадением в Мексиканский залив. Река продолжает создавать новые земли, откладывая около 159 миллионов тонн осадков ежегодно. Надеюсь, наше путешествие по рекам Америки вам нравится. Если это так, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Номер 3. Мы снова в Китае, где протекает великолепная река Янцзы. Ее длина составляет 6300 километров, она пересекает восточную часть страны. Это самая длинная река Китая и третья по длине в мире, служащая источником жизни для сотен миллионов людей. Свой путь река начинает высоко на ледниковых вершинах Тибетского Нагорья, где Янцзы зарождается из тающих льдов горы Геладандун. Молодая река несется через крутые долины и ущелья, быстро спускаясь с высоты более 5000 метров. Следуя на восток, река входит в одно из своих самых впечатляющих мест – три ущелья. Это 200-километровый участок, где Янцзы прорезает себе путь сквозь высокие известняковые скалы, которые поднимаются на высоту до 1200 метров от кромки воды. Этот драматический пейзаж тысячелетиями вдохновлял китайских художников и поэтов. На этом участке вы заметите огромную плотину три ущелья, перегородившую реку. Это чудо инженерной мысли, крупнейшая в мире гидроэлектростанция. Она создает водохранилище, которое простирается на 600 километров вверх по течению и изменило характер реки и жизнь окружающих сообществ. Ниже по течению Янцзы значительно расширяется, протекая по плодородной Цзинханьской равнине. Этот регион является одним из самых продуктивных сельскохозяйственных районов Китая, где рисовые поля и рыбные фермы на протяжении тысяч лет поддерживали высокую плотность населения. Наконец, мы прибываем к завершению пути реки недалеко от Шанхая, где Янцзы образует огромную дельту перед впадением в Восточно-Китайское море. На этом этапе нашего рассказа важно отметить одну вещь – определить, где именно начинается и заканчивается река, или решить, какие каналы или притоки считать, и даже вычислить точную длину реки – задача далеко не простая. Даже карты с высоким разрешением не могут гарантировать абсолютную точность.
Реки со временем меняются из-за эрозии, наводнений и вмешательства человека. Некоторые реки разделяются на несколько рукавов или протекают через озера и водохранилища, что затрудняет последовательное измерение. Из-за этих сложностей эксперты до сих пор спорят, какая река, Нил или Амазонка, носит титул самой длинной в мире. Не существует единого универсального стандарта, есть лишь наиболее точные оценки, основанные на методах, масштабе и интерпретации. Учитывая это, вот две самые длинные реки в мире, согласно наиболее общепринятым на сегодняшний день измерениям. На втором месте, в Южной Америке, находится могучая река Амазонка, которая протянулась на 6400 километров по всему континенту. Это вторая по длине река в мире и, безусловно, самая полноводная. Она несет больше воды, чем 7 следующих за ней крупнейших рек вместе взятых. Путь этой реки начинается высоко в перуанских Андах, где из озера Хунин вытекает река Мандара, самый дальний исток Амазонки. Следуя за рекой на восток, можно увидеть, как она входит в обширный бассейн Амазонки, крупнейший речной бассейн на Земле, покрывающий около 40% территории Южной Америки. Река значительно расширяется, протекая через самый большой в мире тропический лес, создавая сложную сеть каналов, пойм и озер, которые меняются в зависимости от сезона и уровня воды. Этот участок демонстрирует встречу вод недалеко от города Манаус в Бразилии. Здесь темные воды реки Риу-Негру соединяются с мутными богатыми осадками водами реки Солимонс. Эти две реки с разным цветом воды текут бок о бок почти 6 километров, прежде чем полностью смешаться. Это удивительное явление вызвано различиями в температуре, скорости течения и плотности воды. В этих водах обитает более 2500 видов рыб, а в окружающих тропических лесах насчитывается примерно 16 тысяч видов деревьев и бесчисленное множество других растений и животных. В итоге мы прибываем в устье Амазонки, где река впадает в Атлантический океан. И, наконец, на вершине нашего списка легендарная река Нил, которая простирается на 6650 километров по северо-восточной Африке. Это самая длинная река в мире. Она течет на север через 11 стран, прежде чем впасть в Средиземное море. Река берет начало у самого дальнего истока Белого Нила, реки Кагера в высокогорьях Бурунди. Отсюда река впадает в озеро Виктория, самое большое озеро в Африке. Затем она вытекает из озера у города Джинджа в Уганде, начиная свой путь на север как Виктория-Нил. Продолжая свой путь вниз по течению, река попадает в Южный Судан, образуя обширные болота Суд. Этот участок является одной из крупнейших в мире пресноводных водно-болотных экосистем, занимая площадь более 30 тысяч квадратных километров в сезон дождей и служа критически важной средой обитания для бесчисленных видов птиц и других диких животных. Теперь мы подходим к ключевому месту, городу Хартум в Судане, где Белый Нил соединяется с Голубым Нилом, текущим с Эфиопского Нагорья. Голубой Нил приносит около 80% воды и большую часть плодородного ила, который сделал долину Нила одним из первых и самых продуктивных сельскохозяйственных регионов человечества. Проследив за объединенным Нилом через Египет, мы увидим, как река прорезает суровый пустынный ландшафт, создавая узкую полоску пышной пахотной земли, которая поддерживала одну из величайших мировых цивилизаций на протяжении более 5000 лет. Обратите внимание на резкий контраст между яркой зеленью орошаемых полей вдоль берегов и бесплодной пустыней сразу за ними. Наконец, мы прибываем в дельту Нила, где река расходится на множество рукавов перед впадением в Средиземное море. То, что вы видите сейчас, это одна из старейших и наиболее интенсивно обрабатываемых дельт в мире. Она простирается на 149 миль вдоль побережья Средиземного моря и является домом для почти половины населения Египта. Вот они, 10 самых длинных рек в мире. Какие из них вы видели своими глазами? Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать на кнопку лайк, подписаться на канал и включить уведомления. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.